Привет, красотки! Меня зовут Ксюша, и спасибо, что вернулись на мой канал. И если вы здесь в первый раз, то добро пожаловать! Сегодня у меня будет видео про заготовки. Я очень давно мечтала, во-первых, заготовить, во-вторых, и снять. Это мой первый опыт, и я им очень довольна. Посмотрите сейчас на экран. Все, что у меня получилось, я сейчас, естественно, все перечислю, расскажу рецепты, всем с вами поделюсь. И сейчас уже давайте начинать. Чтобы не томить, я кину спойлер и сразу все расскажу. Расскажу, сколько у меня получилось, в каком количестве, чтобы вы сразу понимали, стоит ли смотреть полчаса того, как я эти заготовки готовлю. Итак, у меня получилась одна порция панкейков. Я их, кстати, не сняла, потому что совершенно случайно они у меня заготовились. Просто детям готовила панкейки на завтрак, и получилось так, что их получилось много. И я решила их тоже заморозить и завакуумировать. Далее 2 порции вафель морковных получилось и 2 порции вафель обычных. Я разделяла порции по 4 штучки. Я готовила вафли для своих детей, и старший сын у меня ест 3 вафли, и младший сын ест 1 вафлю, поэтому я их и замораживала по 4 штучки каждую. Потом у меня было 3 курицы, общий вес которых составлял примерно 6 килограмм. И у меня получились котлетки куриные для бургеров, 1 порция, там были 3 котлетки. Я так заметила, что хлеб для бургеров, булочки продаются чаще всего по 3 штучки, поэтому и решила морозить котлетки тоже по 3 штучки. Дальше у меня получились мясные котлеты для бургера, это 2 порции, то есть всего получается 6 котлет. Фрикадельки мясные 3 порции, я их использую на суп детям, или я думаю, что можно тоже из них и приготовить ужин тоже детям. Далее котлеты из домашнего фарша с сыром, получились 4 штучки, это на 2 порции. Ножки в маринаде я мариновала в соевом соусе и устричном соусе, получилась 1 порция. Также крылышки в маринаде получились 2 порции. Далее я сварила кости, которые у меня остались от куриц, и сварила из них бульон. Правда, бульон я вылила, потому что сейчас мне его негде хранить, у меня нет подходящих контейнеров. И у меня получились 2 порции вареной курицы на суп. И, кстати, буквально сегодня я варила суп с курицей, и суп получился очень вкусный, мне очень понравился. Во-первых, я его очень быстро сварила, к сожалению, в этой заготовке я не успела сделать зажарку для супа, поэтому сегодня мне пришлось тереть морковку и резать лук, что заняло немножко больше времени, чем я хотела, да, потому что хотела заготовить это все в заготовках, но не успела, и уже мы все эти овощи, морковку уже все съели, заквасили ее в капусту. И я достала заранее, наверное, часа за 2 я достала эту курицу из морозилки, и она у меня вот полежала 2 часа, она не до конца разморозилась, но я кинула ее в суп, и буквально у меня варился суп около 40-35 минут, и все, суп готов. Мы сегодня пообедали, получилось очень даже так наваристо, я не люблю жирные супы, и вот этот суп получился прям как раз то, что я люблю. И вернемся к заготовкам, которые у меня получились. И, кстати, я снова это уже успела потестировать. Это куриные рулетики в беконе. У меня получились 2 порции, и 1 порцию мы уже съели. И я так жалею, что я раньше никогда это не готовила, потому что это казалось очень-очень вкусно. Я достала замороженные рулетики и положила их в аэрогриль на разморозку, но они разморозились не до конца за те 20 минут цикла, который включил мне аэрогриль. Но после я их просто поставила на обычную программу ручную, там на 180 градусов, по-моему, на 20 минут, и получилось очень вкусно. Бекон, творожный сыр и куриная грудка очень нежно. Так что я еще буду готовить такое блюдо в больших количествах на следующую заготовку. Следующее, что у меня получилось, это мясо для шаурмы. Я обожаю шаурму, очень-очень ее люблю. Вообще я готова есть шаурму каждый день. И я заготовила мясо
из курицы на 5 порций. У меня там получилось как грудка, так и бедрышки. Я использовала все. Далее сосиски в тесте получились также 2 порции. Я замораживала по 4 штучки, и они у нас разлетелись как горячие пирожки. Даже видео я показала, как я их в итоге разморозила, достала, приготовила, и они получились очень вкусные. Дети, естественно, счастливы. Иногда бывает, что дети ужинают не с нами, например, когда мы готовим что-то очень острое, там вок. Я люблю вок из курицы или с креветками, и добавляю туда очень много всяких соусов и специй, чтобы рот горел. Поэтому для таких случаев я также заготовила детям котлетки с кабачком и курицей. У меня получились 3 порции, и также еще просто куриные котлетки без кабачка 1 порция. Еще я сделала фрикадельки куриные, также для супа 1 порция, и на всякий случай заморозила 2 куриные грудки совершенно без специй, вот на 2 порции. Пока не знаю, что с ними буду готовить, но в следующий раз использую их для рулетиков с беконом. Кстати, подробно про заготовку, про стоимость продуктов, про рецепты, которые у меня получились, я оставила все в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании, так что переходите, и там все наглядно. Если вдруг вы такие же, как и я, и сложно воспринимаете на слух, я вот люблю смотреть глазами, мне надо все обязательно рассмотреть, понять. На слух мне всегда очень тяжело все понимать, поэтому я все прописываю подробно в телеграм-канале. Если подвести итоги, то у меня получились заготовки на 5 завтраков для детей, на 5 обедов, это для наших всех общих обедов, мы все работаем из дома и в целом находимся практически 24 часа в сутках дома, так что 6 обедов нам обеспечено. Далее 15 ужинов и 6 ужинов детям. Ссылку на свой вакууматор и на пакеты для него я обязательно оставлю у себя в телеграм-канале. Я его только купила и даже не знала, как им пользоваться, и у меня есть несколько лайфхаков, как это лучше делать. В общем, первое, если вы не хотите так же, как и я, сначала замораживать, там, например, свои котлетки или фрикадельки, и только после этого уже класть их в пакет для того, чтобы убрать воздух. Я так не хотела, потому что у меня небольшая морозилка, как обычного холодильника, и мне просто неудобно, и это плюс занимает дополнительное время. Поэтому я сразу начала класть незамороженные фрикадельки в вакууматор, и первый раз их просто расплющила, размазала, потому что я не вовремя нажала на кнопочку «Стоп». И после того, как я их снова слепила заново, достала точнее сначала из пакета, слепила заново, положила их в пакет, уже вот как только я поняла, что воздух ушел, и еще пакет не начал вот прям сплющиваться, какое интересное слово я придумала только что, сплющиваться, мы нажимаем на стоп и потом нажимаем на запайку, чтобы пакет запаковался. И вот так вот у меня получились в целом, ну, не совсем красивые, эстетические такие прям котлетки, да, я все-таки это делала первый раз, плюс еще спешила, плюс еще волновалась, потому что снимала видео и не знала в итоге, как у меня получится, что у меня получится, вдруг у меня ничего не получится. Также у меня дома маленький ребенок, который со мной постоянно, и я делала заготовки в его сон, или когда он там совсем ненадолго уходил гулять, например, с папой там на пару часов. И в итоге, кстати, эти все заготовки у меня заняли 3 дня. То есть я делала в дневной сон и немножко вечером. И еще раз повторюсь, что все рецепты я не буду сейчас здесь озвучивать в видео, хотя, может быть, что-то я озвучу, но, наверное, это не совсем нужно сейчас, потому что рецепты все достаточно простые, и мне кажется, что даже и по видео это понятно, что я делаю, и я не сильно добавляю специи. Вот, кстати, на видео, вот видите, опа, только они вот начали соединяться, как нужно сразу же отключать, потому что иначе будет все бесполезно. Кстати, вафли у меня тоже первый раз расплющила. Они прям, ну, такие тоненькие-тоненькие, как хлебушек стали. И я думаю, что это в целом можно использовать, смотря какие цели у вас. Если у вас цель из вафли получить, например, хлеб, то да, действительно ее можно сплющить вакууматором, и тогда она будет так, как такой тостовый хлебушек.
Я не знаю, буду ли я делать еще вафли, потому что вафли в морозилке занимают достаточно много места, они большие, даже вот эти порции по 4 штучки, они занимают большой пакет и действительно очень много. Я достала на разморозку вафли, так что завтра утром я их попробую. Подпишитесь, опять же, на мой телеграм-канал, там я бываю каждый день, правда, очень много всего полезного там пишу, рассказываю и, скорее всего, и поделюсь, как поживают мои вафли. Завтра на завтрак я разморозила 2 порции, одну детям со сгущенкой и другую я хочу сделать авокадо-тост с вафлями, потому что у меня закончился дома хлеб. По поводу того, буду ли я делать еще вафли или нет, я не знаю, потому что для меня вафли это очень простой рецепт, который можно утром сделать там, за 15 минут. Во-первых, сами вафли, которые я делаю на кефире, они очень легкие и пекутся вафли тоже достаточно быстро. Ну, то есть там, я не знаю, может быть 5 минут на 4-5 минут на тесто, и потом еще 7 минут на выпечку, или там 5-7 минут, в зависимости от того, какая у вас вафельница, на выпечку самих вафель, и получается 4 вафли. Например, с 1 литра кефира у меня получается около 22 вафель. Конечно, для одного приема пищи это много, мы столько не съедим, но я обычно утром беру просто половинку кефира, и из половинки кефира я делаю примерно 10-12 вафель, и они получаются классные, свежие, и не так много занимают места, да, и не занимают пакет. То есть мне кажется, что вафли не совсем выгодно делать, особенно в тот момент, когда, да, как сейчас у меня закончился хлеб, и проще сделать вафли на всю семью. То есть там как раз 10 штучек для нас, для 4 человек идеально. Но это не касается, например, оладушек или панкейков. На них уходит время намного больше, особенно на выпекание, когда ты стоишь около плиты и следишь, чтобы ничего не пригорело. Поэтому я вот тоже заморозила порцию, достаточно большую, кстати, порцию. Она заняла не так много места, потому что я спокойно могла положить оладушки друг на друга, и они не сильно сплюснулись, как вафли, потому что вафли тогда просто за секунду вообще превратились в тостик. Я тем временем уже перешла к курице. Вот сейчас ножницами очень удобно убирать вот эту кожуру. У меня в семье никто не любит эту кожуру, поэтому я ее с ножек убираю для того, чтобы потом замариновать. Я купила 3 курицы, как я уже говорила, но, скорее всего, на следующую закупку я бы купила 6 куриц, потому что просто это намного удобнее сразу разделывать курицу. Я как-то нашла такую систему, когда я ее разделывала по частям. То есть сначала я разрезала все курицы, и все, что у меня получилось, я кинула в одну тару. Потом из нее я достала ножки, крылышки, такое начала с маленького. И потом постепенно грудки, потом косточки с мясом, что у меня остались, я закинула вариться. Получается, там весь вечер они у меня варились, и я пока занималась грудкой и делала рулетики. Вообще моя цель не покупать фарш. Сейчас я использовала покупной фарш, у меня нет мясорубки, и не было времени как-то всем этим заниматься. Вот максимум, что я заказала вакууматор. Мы вообще переехали там 2 месяца назад, у нас не так много посуды, и у меня даже не было большой миски, чтобы вот все это сделать, замариновать, положить. У меня не было большой доски, поэтому пришлось использовать маленькую. Она постоянно ездила, елозила. В общем, было неудобно. Также у меня не было перчаток одноразовых, их очень не хватало, потому что вот это вот все приходилось, видите, руками протирать, и я как-то не подготовилась, достаточно спонтанно я решила сделать эту заготовку, прям буквально, я не знаю, за полчаса я решилась на нее, быстренько написала меню, которое я опубликовала у себя в телеграм-канале, и заказала вакууматор, вот продукты мне приехали, и я приступила сразу же к реализации. Еще по своей дурости я налила соус в крылышки
И так делать не надо, девочки, потому что потом я уже прочитала, прямо на самом вакууматоре написано, что не надо туда наливать никакую жидкость. Он начал эту жидкость высасывать, она упала в специальную емкость, слилась, но в итоге мне все равно это было неудобно, это все было грязное, это все растеклось. Вот видите, как он пошел прямо сейчас наверх на видео, там начал собираться. В общем, так не делайте. Сейчас я разделываю бедрышки, я их пишу на шаурму. В общем, если честно, я считаю, что шаурма это самое лучшее, самое вкусное и самое полезное сбалансированное блюдо. Естественно, если она, конечно, сделана там не с какими-то соусами, майонезами, а на, например, греческом. Я люблю соус на греческом йогурте, там, может быть, добавить немножко сметаны, прям совсем ложечку, горчицу, специи, может быть, соевый соус, еще солененький огурчик. Ну, если соевый соус добавлять, то солененький огурчик будет лишний. Если не добавлять соевый соус, то солененький огурчик потереть я просто обожаю. Или даже свежий огурчик также потереть на маленькой терке в соус для шаурмы, и потом с овощами, мясо, белок, овощи, как клетчатка, и сам лаваш в виде углевода. Я, кстати, еще никогда не пробовала делать лаваш сама. Мой муж делает лепешки, очень вкусные, домашние, их делать достаточно легко, и они получаются очень вкусные и очень сытные. Я думаю, вы понимаете, где рецепт этих лепешек у меня лежит, где его найти. И, возможно, когда-то мы перейдем к лавашу, к домашнему лавашу, потому что пока я не нашла такой лаваш, который мне прям вот, очень, очень нравится, который я могу сказать, что да, классный, он классный. Смотрите, тут у меня остались всякие спинки, с которых я также убираю кожу, чтобы было потом легче снимать мясо, и в целом это все не варилось очень в жирном бульоне. И я это все складываю вот в кастрюльку, убираю для того, чтобы сварить. И напомню, у меня получились 2 суповых набора с курочкой для супа. В идеале я бы также еще и хотела добавить больше мяса, свинину, рыбу обязательно. Мы едим рыбу каждый день, но я заказывала продукты из пятерочки для этой заготовки, а рыбу мы обычно берем в Перекрестке, поэтому я уже не стала заказывать только рыбу отдельно в Перекрестке. Думаю, что в следующий раз, когда мы купим рыбку, я куплю 2, там семги или форели, я не знаю, смотря какая будет по акции. И хочу засолить одну рыбку, мы очень любим соленую рыбу, и я вкусно ее умею засаливать. Научилась, пока мы жили в Аргентине, там не было соленой рыбы, поэтому я солила ее сама. И вторую рыбку порезать на стейки и также заморозить уже, замариновать и заморозить. Мне нравится эта идея с маринадом, чтобы заморозить уже маринованные продукты, что пока они размораживают, там спокойно в холодильничке лежат, особенно если еще вечером достать, а не там в последний момент. Вечером достать, подумать с вечера, что ты будешь ужинать. Это, кстати, тоже мне очень нравится, потому что днем мозг разгружается. Да, вечером достал, придумал, и все, спокойно пошел, лег спать, утром проснулся, ты знаешь, что у тебя сегодня на ужин, и что там все продукты есть, или если чего-то нет, просто утром там берешь, например, и заказываешь, или едешь в магазин. Мы просто живем за городом и стараемся не так часто ездить в магазины, потому что у нас маленький ребенок, с которым очень тяжело ездить в магазин, поэтому мы стараемся покупать сразу, либо что-то заказывать. И, кстати, вот заготовки я по этой же причине начала делать, потому что просто я не люблю ходить в супермаркеты, мне это не нравится, это отнимает у меня очень много энергии, и заказывать продукты постоянно мне тоже не нравится, там на каждый день, например, потому что смысл платить за доставку, смысл платить за сервисный сбор, это все лишние траты. Вернемся к куриным рулетикам. Смотрите, я вот на салфетке, на вот эти бумажные полотенца обязательно, так же, как и я, сделайте, потому что иначе тогда бекон будет очень жирный, это будет неудобно делать, он будет прилипать. А на бумажке, пока я все раскладываю, он оставляет там вот этот свой жир, свою лишнюю влагу, и все это заматывается в куриную грудку, очень классно. Я, кстати, смотрите, не солила, не перчила куриную грудку, и я как-то
во время готовки, даже, если честно говоря, не думала об этом, совсем забыла. Только сейчас, вот смотря на видео, когда я его озвучиваю, я поняла, что она у меня совершенно не без специй. И это очень хорошо, потому что бекон был соленый, и он вот свою вот эту вот такую соленость он отдал курице, и блюдо получилось насыщенное, и я не могу сказать, что оно было пресное, даже наоборот. Я не очень люблю соль, и мне показалось, что в целом очень достаточно было соли, и какой-то пересоленности или недосоленности я не почувствовала. У меня от разделки курицы остались 2 грудки, и я их просто так заморозила, без специй, без всего, потому что не знала, куда мне их деть. И сейчас я понимаю, что мне это не понравилось, потому что я до сих пор не знаю, что мне с ними делать. Ну, то есть, скорее всего, я их пущу на свою любимую шаурму, и потом их замариную, там, разморожу, но мне больше бы понравилось подготовленное, уже разрезанное на слайсы мясо, как вот я сейчас, которое запаковываю в пакеты, это как раз для шаурмы. И получается, что я не подумала про курицу, и ее я не буду пускать на суп, потому что для супа я заготовила фрикадельки, и как из мяса, так и из курицы, и дети у меня будут есть, и я, именно такой суп, а не просто из куриной грудки. Так что пока я буду делать с этой куриной грудкой, я не знаю. Я, кстати, не стала снимать, как я очищаю мясо от костей вареной курицы. Вот оно у меня уже подготовленное, я его разложила в пакетики. Но это была достаточно трудоемкая работа. Ковыряться в этих костях не совсем приятная, но она того стоила, это 100%. Что мне сейчас не хватает в заморозке и что я добавлю в следующую заготовку еды, это перекусы. Вот перекусов не хватает точно. Я хотела сделать блинчики с начинкой сыра ветчина и с начинкой мясной, но у меня уже не было ни сил. И пока я разделывала мясо эти 3 дня, естественно, я мясо начала разделывать в первую очередь, пока я разделывала мясо, мои домашние уже весь этот сыр и ветчину съели, и уже на блины ничего не осталось. И когда я уже думала, чтобы купить новую начинку, уже, честно говоря, я так устала, и мне уже не хотелось ничего делать. Но сейчас я понимаю, что этого не хватает, так что в ближайшее время я думаю, что я устрою и решусь наконец-то на блины. Я вообще блины пекла в своей жизни раза 3, но пора время научиться их делать красивыми, ажурными, тоненькими, пробовать разные рецепты я хочу. И вот их точно не хватает. Возможно, я еще добавлю блинчики с творогом, потому что, например, сейчас наступает лето, и даже сейчас уже в апреле, сегодня 16 апреля, когда я озвучиваю это видео, мы стали очень много гулять, и после прогулки, естественно, хочется что-то кушать, а у меня еще 3 мужчины со мной живут, и они, конечно же, очень хотят есть, особенно те, у которых организм растет практически каждый день, и хочется что-то достать из морозилки, а этого нет. Сначала хорошо для этого пригодились сосиски в тесте, они прям вообще пошли на ура, и даже мы их съели, по-моему, когда я даже еще не закончила до конца делать всю заморозку. Буквально за эти 3 дня все запасы сосисек в тесте были съедены, именно потому что мы их использовали как перекус. Хотя, по-моему, на ужин я тоже мальчикам готовила, но в основном, да, это был именно перекус. И вот его и не хватает. Вроде бы вафли и панкейки — это такая еда на завтрак, а не на перекус. А на перекус хочется что-то более там, разнообразное, даже полезное, как, например, блинчики с мясом, да, чтобы еще в течение дня, после прогулки особенно, поесть белок. И когда перейдете ко мне в телеграм-канал, где я закупала продукты и показывала скриншоты из магазина тех продуктов, которые я купила для этой закупки, кстати, у меня все вышло на 6 тысяч, плюс был кэшбэк, и в итоге я за все эти продукты заплатила, по-моему, 4 700. Мне кажется, это достаточно хорошо и бюджетно даже. И я заказывала 2 слоеных теста, но использовала только одно, потому что все сосиски, опять же, съели, пока я делала заготовки. Я хотела сделать
сосиски в тесте. И еще я хотела сделать круассаны. А вот круассаны, я думаю, что я сделаю в ближайшее время, потому что я купила еще джем малиновый. И как раз я хочу сделать эти круассанчики из слоеного теста с малиновым джемом. Я думаю, это тоже как на закуску будет просто отлично. И еще там с собой в дорогу, например, взять, потому что скоро начнется дачный сезон. Мы будем ездить на дачу к родителям. И с собой в дорогу тоже что-то нужно брать, и нужно будет подумать, чтобы заготовить такое, что можно было легко достать, разогреть и съесть. Сейчас поделюсь небольшим лайфхаком, если у вас тоже есть вот такая форма для котлеток кругленьких, для бургера, а если нет, то приобретите ее, она действительно очень классная, но классная она в одном случае, когда вы ее используете вместе с пищевой пленкой. Вот у меня пищевой пленки еще нет, я еще не успела ее купить, конечно. Очень забавно вам это слушать, но когда ты приезжаешь в пустой дом и, честно говоря, правда, не до пленки пищевой, и о ней вспоминаешь только тогда, когда она тебе нужна в быту. И оторвать кусочек пленки и положить внутрь вот этой формы, и тогда котлетки будут доставаться очень легко, и они будут очень красивенькие и ровненькие. Я достала свои замороженные сосиски в тесте, смотрите, вот такие они получились. Я их сначала разморозила 20 минут в аэрогриле, и потом я их уже достала и поставила, по-моему, на 20 минут запекаться в аэрогриль. А я вас очень благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, пишите в комментарии, как вам моя заготовка. Подписывайтесь на мой канал и также подписывайтесь на Telegram. Там много всего полезного, и также будут выходить новые рецепты и новые видео заготовок, которые я буду делать в будущем. Спасибо вам огромное, я была рада провести это время с вами, и пока-пока.